Приплыли в Сибу рано утром, а заселение в отель только в 3 дня. Сидеть с чемоданами в лобби, но это, пожалуй, худший вариант из всех возможных. Поэтому сейчас мы покажем, как насыщенно и мощно скоротать это время и успеть посетить испанскую крепость, даосский храм, филиппинский Тадж-Махал и потеряться в облаках на вершине горы. А еще встретим гостей из Бельгии и поздравим маму Лори с днем рождения в лучшем резорте Сибу. Привет, я Валера Филиппинский, живу на Филиппинах уже 4 года с моей филиппинкой Лори. И да, кстати, у нас скоро свадьба, так что сразу подпишись, чтобы не пропустить. Погнали! Наш паром прибыл в порт Сибу часов в 5 утра. Мы все, куча чемоданов, красота в общем. Чек-ин в отеле Коста Белла только в 3, и есть еще несколько часов в запасе. Сибу, кстати, до сих пор официально называют королевой городов юга. Да-да, именно королева. Queen City of the South. Это прозвище прилипло еще с испанских времен, когда город был торговым центром всего юга архипелага. Это довольно громкое имя для острова, где пробки как в Маниле, а небоскребы соседствуют с трущобами. Сам остров вытянут узкой полосой почти на 200 километров, и город на нем один из самых старых во всей стране, старше даже Манилы, если брать именно колониальное поселение. Туристы обычно летят сюда транзитом на Бохол или Сиаргао и теряют целый день, просто сидя в отеле. А зря. Мы арендовали минивэн с водителем на весь день и решили использовать свободное время по максимуму. Маршрут мы составили сами, и логика маршрута была простая. Центр города утром, пока не жарко. Горные храмы и смотровые площадки ближе к обеду. Ну а к 3 часам прямиком на Мактан, к морю и к отелю. Первая остановка – Крест Магеллана. Только вышли из машины, нас тут же обступила стайка местных детей. Цветы с какой-то клумбы оборвали за пару секунд и сразу засунули Лори в волосы. А следом начали довольно навязчиво требовать за это деньги. Кое-как отбились. Судя по своему опыту и отзыву туристов, это фирменный номер, и он повторяется из раза в раз годами. Также кто-то может предложить вам бесплатно якобы рассказать историю креста, а потом настойчиво попросить на чай. Ну и плюс предлагают постоянно всякие свечки и сувениры. А вот факт, который реально интересный. Крест, что сейчас стоит в этой ротонде, деревянный, но настоящий Магелланов крест 1521 года, если он вообще уцелел, спрятан внутри этого. Историки до сих пор спорят, что там на самом деле осталось. Одни уверены, что оригинал сгорел или пропал еще в 16 веке. Другие, что фрагменты все еще лежат внутри. В 1834-35 годах крест обшили деревом тиндало. Паломники верили в его чудодейственную силу и откалывали щепки на сувениры. Мотив был чисто религиозный. Люди считали дерево целебным и растащили бы все подчистую, не обшея его заново. Кстати, в 2013 году саму ротонду тряхнуло землетрясением. Трещины пошли прямо уже по камню. В 2015 еще и термиты добрались до дерева внутри. Реставрировали 3 года. Заново открыли только в 2016. И это, между прочим, национальный культурный памятник, как и соседняя базилика. Всю эту историю с крещением, кстати, подробно записал хронист экспедиции Антонио Пегафетто, единственный, кто вел дневник всего плавания Магеллана вокруг света. Именно из его записи мы знаем, что вождя острова звали Раджа Хумабон, а крестили вместе с ним еще около 800 его подданных за один день. Быстро сработали, чё уж там. Прямо за ротондой базилика Санта-Ниньо. Это старейшая католическая церковь в стране. Ее ведут августинцы еще с 16 века, а хранится там статуэтка младенца Христа, которую Магеллан подарил местной королеве при крещении. В ее честь каждый январь в Сибу проводит фестиваль Синулог, огромный карнавал с шествиями на весь город, один из самых больших в стране. Кстати, меня внутрь не пустили, так как я был в шортах, так что не повторяйте моих ошибок. С октября 2024 года там официально ввели строгий дресс-код. Никаких шорт, маек без рукавов, рваных джинсов, кепок и прочих глубоких вырезов. Раньше на входе выдавали накидки всем подряд. Теперь просто разворачивают у дверей без разговоров. Приходите в брюках или юбке ниже колена, плечи должны быть закрыты. И тогда все будет хорошо. От церкви до форта Сан-Педро пешком минут 10, но можно проехать на машине. Это самый маленький, одновременно самый старый форт на Филиппинах. Треугольный, 2 стороны смотрят на море, а 3 на город. Заложил его в 1565 году испанец Мигель Лопес де Легаспи. Причем строили не только испанцы. Местные сибуаны тоже приложили руку в буквальном смысле. Сначала это была простая деревянная ограда от пиратских набегов. Камнем форт обложили только к 1738 году. 3 бастиона форта до сих пор носят имена Ла Консепсион, Игнасио де Лойола и Сан-Мигель. Название самого форта пришло от флагманского корабля Легаспи Сан-Педро. И святой тут ни при чем, чистое совпадение имен. А дальше у форта была довольно бурная жизнь. Тут успели устроить и школу, и даже, представляете, настоящий зоопарк с животными.
Потом во время войны здесь держали гарнизон японцы и рыли туннели к морю. После войны тут был госпиталь для раненых, после госпиталя армейский лагерь. В какой-то момент даже городской парковый клуб развел здесь мини-сад. Сейчас же все тихо, пушки, пальмы, старые деревья, музей с артефактами колониальной эпохи. По входному билету 30 песо, по местным меркам сущие копейки. Для студентов и пенсионеров и того дешевле. Стены форта сложены из коралловых глыб, и их добывали прямо на побережье. Благо материала на острове хватало с избытком. Толщина стен местами доходит до нескольких метров. Это и плюс небольшая площадь объясняют, почему форт до сих пор стоит, несмотря на землетрясения и тайфуны, которые тут не редкость. Дальше заскочили к монументу наследия Сибу. Скульптор Эдуардо Кастрильо слепил тут в одну композицию сразу несколько сцен из истории города. Крещение Раджиху Мабона и его семьи, битву при Мактане, где, кстати, погиб Магеллан от рук воинов Лапу-Лапу, галеон экспедиции, базилику и кафедральный собор. Получилась целая скульптурная лента истории города из бронзы, латуни и бетона. Идешь вдоль нее и как будто листаешь учебник. И при этом, кстати, совершенно бесплатно, потому что монумент стоит прямо на улице в районе Париан. Ну а дальше к даосскому храму. Построила его местная китайская община в 1972 году, а вход специально сделали похожим на Великую Китайскую стену. Заявка серьезная для склона холма на Филиппинском острове, но выглядит и правда внушительно. Чтобы дойти до самого храма, нужно одолеть 81 ступеньку. Число не случайное, ровно столько глав Дао Дэ Цзин, в главном тексте даосизма, который приписывают философу Лао Цзи. Жара стояла адская, поэтому ноги уже немножко отвалились уже к середине лестницы. Зато наверху красота. Драконы на крышах, колокольчики. Храм стоит примерно на 300 метров над уровнем моря. И город виден как на ладони, если, конечно, повезет с облачностью. По средам и воскресеньям сюда приходят монахи читать судьбу паломникам. Можно бросить 2 деревянных полукруглых блока. Если легли одной стороной, желание сбудется. Если по-разному, можно попробовать еще раз. Есть здесь и небольшой бассейн с кувшинами, куда нужно постараться закинуть монетку, загадав желание. Попал монетка внутрь кувшина, желание сбудется. А, кстати, сделать это оказалось не так уж и просто, но после потраченных нескольких десятков песо мне все-таки удалось. Так что жду исполнения своего желания совсем скоро. На территории есть еще маленькая библиотека, часовня, сувенирная лавка. Вход в храм, к слову, бесплатный, платят только по желанию. И храм открыт для всех, не только для даосов. Во время китайского Нового года сюда съезжается вся китайская община Сибу разом. И тогда тут особенно людно и шумно. Даосизм в целом строится вокруг идеи исследования естественному ходу вещей, либо пути, отсюда и название учения. Для Филиппинского острова, где почти все население католики, такой храм на холме смотрится очень круто и необычно. Именно поэтому он и запоминается больше остальных точек маршрута. Пора подняться еще выше, к храму Лии. Народ зовет его филиппинским Тадж-Махалом, и сравнение, если честно, не такое уж и натянутое. Построил его бизнесмен Теодорико Адарна. Начал стройку в 2012 году, в память о жене Лии. Прожили они вместе больше 50 лет. Для публики храм открыли в 2015. Вход стоит около 120 песо в будни и чуть дороже по выходным. Кстати, интересный факт. Внучка этой пары, Элен Адарна, довольно известная в стране актриса. То есть храм построил, получается, ее дед, а вся семья до сих пор владеет несколькими отелями и мотелями в Сибу. Внутри 24 зала, библиотека, картинная галерея, музей личных вещей Лии, 10-футовая статуя у входа. Архитектура вся греко-римская, колонны, львы, арки, лестницы, будто вырезали кусок Рима и поставили на Филиппинскую гору посреди тропического леса. Только вот когда мы поднялись, гору затянуло таким густым туманом, что колонны выступали буквально в паре метров от нас.
Снимать это было интересно и даже немножко жутковато, но очень красиво. Картинка получилась сюрреалистичная. Как будто мы оказались где-то в горах Шотландии, а не в тропическом острове. В хорошую погоду отсюда видно почти весь южный склон горного хребта Сибу и часть побережья Моктаны. Нам в этот раз не повезло, но, если честно, туман тоже неплохо смотрится в кадре. По крайней мере, атмосферно. И вот мы поднялись на Сибу-Топс, одну из самых высоких смотровых точек Сибу, метров 600 над уровнем моря. Отсюда, по идее, видно весь город, море, острова, даже берег Бахола в ясную погоду. А вот что происходит на самом деле. Посмотрите вокруг. Мы буквально внутри облака. Что ж, всматриваться в эту пелену особо смысла не было, поэтому мы пошли гулять по самой площадке. Она вообще недавно полностью перестроена. До 22 года тут стоял простой бетонный пятачок с парой ларьков, где продавали кукурузу и барбекю. Потом все полностью закрыли на реконструкцию почти на 1,5 года, а в начале 24-го открыли заново под названием The Circle at Tops. Теперь это несколько этажей ресторанов и баров на любой вкус, от филиппинской классики до тайской кухни. И, кстати, даже автобус-шаттл из IT-парка ходит для тех, кто без машины. Вход стоит недорого, около 100 песо. Но учитывайте, что вход на верхние этажи нужно оплачивать еще дополнительно отдельно. А сам Топс открылся еще в 1985 году, его основал Ли Тасмени. Тогда просто предприниматель, а далее он стал губернатором. Кстати, на входе можно напечатать себе сувенирную газету со своим фото в интерактивной будке. И как сувенир выглядит довольно неплохо. Видимость буквально на вытянутую руку сейчас. То есть абсолютно полностью погружены в облако. Ребята ушли чуть вперед, и я их вообще потерял из виду уже. Такое впечатление, что я тут остался один во мгле. Круто на самом деле. То есть этот туман проникает везде. Через окна, через щели. Ребят, представляете, а здесь вот, оказывается, еще радио вещает прямо отсюда, с вышки. Прямой эфир. Прямой эфир. Диджеи. 105.1 FM. На самом деле забавное чувство. То есть в городе там внизу жара, а здесь вот прям прохлада, влага, красота. Нашли друг друга в тумане, теперь хотя бы не один. После прогулки в облаках мы проголодались, взяли себе пиццу, жареную курицу, запивали соком из каламанси. Это такой местный маленький лайм, без которого тут вообще ничего не подают. И это самое то для обеда в облаке. Атмосфера отличная, честно. Пока ели, туман на пару минут расходился, и мы все-таки успели увидеть кусок города далеко внизу. Крыша, дорога, что-то похоже на порт. Но секунд через 10 все снова затянуло. Такая вот лотерея с погодой на высоте 600 метров. То видно все, то буквально ничего. Часы тем временем приблизились к 3 дня, и пора выдвигаться в отель. Пока мы мчались на Моктан в отель, дорогу нам перекрыл полицейский кортеж с мигалками. Оказалось, что хоронили местного политика. А тут похороны заметных в городе людей проводят с большим размахом. Иногда с целой процессией машин и даже оркестром. В итоге мы потеряли в пробке около получаса. Ну и ладно, никуда особо-то и не торопились. Наконец подъехали к нашему отелю Costa Bella Tropical Beach Resort. Открылся он, к слову, еще в 1981 году. Тогда это был скромный домик на 16 номеров. Начиналось все как дача для собственной семьи и друзей, а выросло в полноценный курорт. Сейчас номеров около 150, 3 ресторана, архитектура с испанскими колониальными мотивами. Управляет отелем до сих пор та же семья. Это старейший непрерывно работающий курорт на всем острове Моктан. И департамент туризма страны присвоил ему высшую категорию среди местных отелей. Что, кстати, сказалось и на цене тоже. Короче, кровать просто какой-то
я не знаю, как это, тройная. Типа как двойные кровати соединены огромным-огромным матрасом. Такие вот милые светильнички. Смотрите, какой дверной проем. Это вот то, что выходит у нас на пляж. Телевизор даже, вау. Такая вот мебель интересная. Кресло. Водичка, чипсы, там какие-то банановые. Пожалуйста, шкаф, сейф. Такие вот халатики. Тапочки, там все такое. Санузел. Санузел тоже просторный, шикарный. Даже есть телефон. То есть, сидя на как бы троне, можно вызвать, наверное, себе какую-то там доставку. Небольшая ванна. По-моему, замечательный номер. Вот такой вот делюкс. Короче, Мактан. Коста Белла. И вот, собственно, вид. Вид прекрасный, ребят. Вид прекрасный, чудесный пляж. Пока что дождь, но я думаю, что ничего страшного. Кстати, на территории еще есть и вот такие вот как коттеджики. Кстати, именно в этих коттеджах и поселится бельгийская родня, которая уже подъехала. И это первая встреча спустя долгое-долгое время. А уже следующим ранним утром, прямо на рассвете, мы все пошли поздравить маму моей Лори с днем рождения. Тут так принято поздравлять прямо с первыми лучами солнца. Ну а само празднование уже обычно ближе к вечеру. А пока, после поздравлений, мы пошли всей толпой на завтрак, который, к счастью, оказался включен в стоимость номера. Кстати, завтрак весьма неплохой. Большое разнообразие блюд на выбор, напитков, вкусного кофе. Также на территории отеля можно найти себе занятия по вкусу, либо взять в аренду велосипед, есть много баров, есть бильярды, есть настольный теннис, ну и, естественно, бассейны. А также можно даже покататься на банане. Where are you going? Banana Banana boat. Ну а вечером, наконец, собрались всей семьей в ресторане отеля. Персонал каким-то образом узнал про мамин день рождения. То ли администратор подсуетился, то ли мы сами проговорились на ресепшене, уже и не вспомню. И вот прямо во время ужина к столу выходит целая команда с гитарами, укулеле. Поют, хлопают, вовлекают в это соседние столики. И пели, надо признать, неплохо, даже профессионально. Филиппинцы вообще умеют устроить праздник буквально на ровном месте, без подготовки, репетиций. Гостеприимство и общее пение у них где-то в культурном коде, будь то день рождения туриста или обычный вторник в ресторане. Собственно, вот так вот мы убили время до чекина в наш отель. Проехали почти весь Сибу за этот день и отметили в итоге семейный праздник. Получилось, думаю, довольно неплохо. Не забывайте подписаться, поставить лайк и до встречи в следующем видео. Пока!